Ты здесь? Ты можешь поговорить со мной? Сигнал. Сейчас будет перевод. Говорить. Говорить. Он сказал говорить. Привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Сейчас я нахожусь в доме, где обитает призрак. Это не зло. По крайней мере, я так считаю. Раньше я пытался поговорить с этим призраком при помощи доски Уиджи, но вместо призрака ко мне на разговор, на контакт пришло что-то злое. Мне удалось завершить тот сеанс, завершить тот контакт, и зло ушло. По крайней мере, мне так сказал призрак. Зло ушло. Это сказал призрак, дух, который еще был в доме до моего прихода. Сегодня у меня появилось новое оборудование, которое позволяет слышать, видеть и искать призраков. Сегодня я протестирую это оборудование в этом доме. Я ждал эти приборы с последнего посещения этого дома. Как только они пришли, я сразу вернулся сюда, чтобы задать вопросы, которые вы писали мне в комментариях. Сейчас я подробно расскажу про приборы. Эти приборы делал мне один человек. Я попросил, чтобы он их сделал в деревянном корпусе. Для меня это было важно. Но он сказал, что с деревом работать не умеет, и инструментов по дереву у него особо нету, поэтому получилось так, как получилось. Первый прибор – это то же самое EMI, электромагнитный измеритель, но он более чувствительный. Если он обнаружит призраков, то тут должна загореться красная лампочка. Далее прибор, который вы все так давно ждали, это Spirit Box с возможностью озвучивания полученного сигнала, именуемым как переводчик. Но сюда я подключаю свой диктофон, будет писаться дополнительно, и я буду вставлять голос, полученный на диктофоне, перед переводом, перед озвучиванием. И также микрофон. Я свой сюда подключаю. Когда произойдет контакт, должен сработать сигнал световой. И должна загореться эта лампочка. Третий и, как по мне, очень важный прибор. Этот прибор должен позволить увидеть призрака. Он работает на базе белого шума. Сейчас я включу. Как видите, сейчас показывается белый шум. Он не видит, не проецирует обычного изображения. Он сканирует помещение именно на призрака и других паранормальных существ. Когда появится призрак, прибор зафиксирует, он должен появиться на экране и дополнительно должен сработать световой сигнал. Друзья, да, забыл сказать, что вот эта камера, которая может видеть призраков, она, к сожалению, не может записывать все, что происходит. Поэтому мне пришлось вот так вот приделать сюда камеру. Камера будет снимать изображение. Ну и дополнительно поставил сверху еще одну камеру.
Сейчас буду приступать к сеансу. Также зажег на всякий случай свечи там и там. Призрак этого дома. Ты можешь выйти со мной на контакт? Поговорить со мной. Не знаю, друзья, возможно, приборы, которые мне прислали, они вовсе не работают. Я напоминаю, что сегодня я пользуюсь ими первый раз. Вот, сегодня проверка этих приборов. Призрак этого дома. Если ты меня слышишь, дай мне знак. Ты здесь? Я так понимаю, он здесь. Ты можешь поговорить со мной? Сигнал. Сейчас будет перевод. Говорить. Говорить. Он сказал говорить. Для начала я хочу узнать, кто ты. Прибор заикается. Это что с прибором? Кто я? Он сказал, кто я? Я. 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 Опять заикается. Я. 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 Попробую перезапустить. Я. Ты здесь? Ты здесь? Призрак этого дома. Ты тут?
Сигнала нет. Друзья, контакт произошел, приборы в принципе показали себя хорошо. То, что прибор заикался, я думаю, дело не в приборе, а дело в самом призраке. И, возможно, не стоило спрашивать его, кто он. Возможно, он сам не знает, кто он такой. Я несколько раз слышал скрипы из той комнаты. Сейчас с этим прибором я исследую дом и, в частности, именно ту комнату. Дух этого дома, если ты меня слышишь, я не желаю тебе зла. Я хотел лишь с тобой поговорить. Ты можешь поговорить со мной? Куда он делся? Ты понимаешь мои слова? Понимаешь, что я тебе говорю? Сложные слова. Слог высокий. Сложные слова, слог высокий. Что это значит? Означать непонятно. Я не понимаю. Призрак этого дома. Я могу тебя спросить, как ты здесь оказался?
здесь, 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 ты, 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 ты. Постой, я задам тебе другой вопрос. Многие спрашивали про будущее. Ты можешь видеть будущее? Вначале я испугался. Дело в том, что на прошлом сеансе этот шкаф тоже трясся. И я подумал, что зло сюда и не приходило. А это все делал этот призрак. Но потом я подумал, что этот шкаф трясся именно в те моменты, когда я призывал кого-то. Призраку это не нравилось, и он так показывал, подавал знак, чтобы я этого не сделал. Он пытался меня предупредить, и теперь он тоже трясет этот шкаф, потому что ему не нравятся эти вопросы. Вопросы о нем. Успокоился. Ты здесь? Здесь. Если можешь, ответь мне. Ты можешь видеть будущее? Будущего нет. Будущего нет? Ты имеешь в виду будущего вообще нет, или ты не можешь видеть будущего? Не могу. Хорошо, я понял. Ты не можешь видеть будущее. Ты можешь мне ответить, куда мы уходим после смерти? Путь разный, свой, жизнь выбрать. Я не совсем понимаю ответ. На первый взгляд это был набор слов, но я могу предположить, цитирую: «Путь разный, свой, жизнь выбрать». Это может означать путь после смерти у всех разный, так как мы по-разному живем свою жизнь. Точнее, в жизни, пока мы живем, мы выбираем свой путь после смерти. То есть речь может идти о рае и аде. Как ты проживешь эту жизнь, такой путь тебя ждет после смерти. Я так понял его слова. Скажи, ты раньше был человеком?
боль, 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 боль. Я не желаю тебе зла. Я хотел спросить, был ли ты человеком? Гайв сработал, но я не вижу призрака. Я не вижу его сейчас. Твою мать. Я не знал, что тебе могут мои вопросы причинить боль. Я не хотел тебе сделать больно. Друзья, я сейчас больше не хочу насаждать этому призраку своими вопросами. Я так понимаю, они ему не нравятся. И я так и не узнал, находится ли призрак тут по своей воле или он заперт в этом доме. Поэтому у меня есть одна свеча. Мне дал ее знакомый, который понимает в этом. Ее аромат, ее запах может помочь призраку найти выход с этого дома и попасть в то место, в которое он должен попасть. Есть только одно условие. Нужно выждать, нужно быть человеком в этом доме, пока горит эта свеча. От начала и до конца. Сейчас я ее зажгу. И как раз пока собираю приборы, она будет гореть. Друзья, свеча почти нагорела.
Сейчас я буду убирать камеру. Дождусь, когда она полностью потухнет. Но так как я почти все собрал, камеру я тоже буду складывать. Надеюсь, призрак нашел свой путь. Мне как-то грустно после этой истории. Я действительно за него переживаю. Переживаю из-за призрака. Надеюсь, с ним будет все хорошо. Да, пообщаться с ним не получилось так, как я планировал. И я понял, что почему-то личные вопросы ему причиняют боль. На это есть множество причин, на которые я не могу ответить. На этом с этим домом закончено. К этому призраку я больше не поеду. Я надеюсь, что и его там больше нет. И свеча помогла. На этом все, друзья. До скорых встреч. Увидимся.